Добрый день, друзья! В прошлых двух роликах я уже показал, что сделал наполнение для будущей диорамы «Дом Хоббита» Бильбо Бэггинса, а также сделал самого Бильбо. Кто не видел, можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании к этому ролику. А в этом видео я буду делать самого Гэндальфа Серого. Вы на канале Диорама из пенопласта. Ну что ж, а я начну. И за основу для Гэндальфа я возьму фигурку американского пожарного 1910 года в масштабе 1 к 24. И здесь не будет ничего экстраординарного, просто вырежу куртку пожарного и ноги и склею их. И курточка коротковата, нужно будет что-то придумать. А по размеру самое оно. Гэндальф вполне подходит для моего Бильбо Бэггинса. И как я уже сказал, курточка коротковата. Нужно будет сделать Гэндальфу какой-то подъюбник, то есть какую-то основу, на которой и будет наклеиваться его балахон. Это я сделаю, пожалуй, из картона. Отмеряю на картоне нужный размер, вырезаю и приклеиваю данную основу вниз куртки. Ну вот подъюбник и готов, а я пока займусь головой. Вырежу ее и постараюсь ее хорошенько раскрасить. Начну, как обычно, с глаз, а дальше как пойдет. Ну и ладненько, голову пока отложим. Дело в том, что я думал, что у господина Гэндальфа обыкновенный балахон, такой рубище из мешковины. А нет, господин Гэндальф новомодный товарищ. И у него, представляете, плессированная юбка. Ха-ха-ха. Плессированная, Карл. Ну что ж, будем делать плессир, так сказать, гармошку. И для этого я буду использовать кусок старой материи. Отрежу ее нужного размера, выложу на пластиковое основание, обработаю ее клеем ПВА и буду попеременно складывать ее в одну и другую сторону. Для того, чтобы получилась гармошка. И гармошку, естественно, я буду делать по всему костюму. Ну вот как-то так. Теперь отправлю будущий костюм сохнуть, а я вплотную займусь колпаком волшебника. И для этого я использую каску пожарного. Обрежу кусачками загнутые кверху поля. Вырежу новые поля и конус из картона. И в дальнейшем заготовке приклею на пластиковое основание. Позже сам картон обклею материей.
Колпак тоже готов, пока его отложу. И у Гэндальфа Серого через плечо висит сумка. Вот эту сумку я сейчас склею из картона и также ее обклею материей. В дальнейшем покрашу, ну и, конечно, повешу ему через плечо. Итак, сумочку в закрома, а у Гэндальфа Серого такая окладистая борода. Вот эту бороду я буду делать из синтепона. Закреплю ее на лице Гэндальфа бессветлым акриловым лаком. Лак я использую потому, что он не очень сильно скрепляет между собой поверхности, и если что-то пойдет не так, я могу просто эту запчасть снять и переделать по-новому. Мне так удобней. Борода отправляется сохнуть, а плессированная материя лежала всю ночь, и она, естественно, высохла. Теперь я из нее вырежу костюм для Гэндальфа и обклею фигурку будущего борца с нечистью. Ну вот, основное платье готово. Теперь нужно сделать ремень. Я его сделаю из материала, который остался после выкройки балахона. Пряжку и гвоздик я сделаю из мягкой проволоки. Ремень на склад, а я попытаюсь раскрасить балахон и займусь руками Гэндальфа.
Левая рука у бывшего пожарного останется родная, а вот правая к нему перейдет по наследству от другого товарища, то есть от другого пожарного. Все нормально. Посох встанет как родной. Пришло время одеть ремень. Сумочку через плечо. Все немного подкрасить. Приклеить вторую руку и заняться накидкой, то есть таким плащом. И в этом, как обычно, мне поможет оставшийся материал. Прикину, сколько мне нужно материи, обведу фигурку и вырежу будущую накидку. И все это дело я буду крепить на клей секунда. С помощью пинцета я буду обозначать складки на накидке, а фиксировать буду также с помощью клея секунда. И он, наконец-то, голова встретилась с телом. В принципе, Гэндальф готов. Осталось ему сделать посох. Но, как вы понимаете, посох я буду делать из палочки для мороженого. Обточу, зашкурю, покрашу и приклею. И вот теперь точно все. Уже два персонажа ждут диораму. Хоббит Бильбо Бэггинс и Гэндальф Серый. Ну а мы с вами не прощаемся. До встречи на канале. Следующий ролик будет диорама Дом Хоббита Бильбо Бэггинса. Всех благ, удачи, не болейте, берегите себя.